Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Смотри и знай». Многие из нас знают, что чеснок является уникальным продуктом, который приносит огромную пользу нашему организму. Чеснок содержит в своем составе большое количество аллицина, поэтому когда он переваривается и попадает в наши сосуды, то активирует защитные функции организма, а также начинает борьбу с различными вирусами и воспалениями, в том числе и кожными. Помимо этого, чеснок является отличным антиоксидантом. Также этот продукт может стать отличной добавкой к нашим привычным блюдам. Чеснок довольно активно используют в народной медицине, из него готовят отвары, делают компрессы или просто едят. Но знали ли вы о таком способе, который поможет избавиться от целого ряда проблем? Для этого достаточно просто положить кусочек чеснока в ухо. И что же мы получим? Первое. Снимают ушную боль. Боль в ушах является не самой приятной проблемой, но, к сожалению, люди сталкиваются с ней довольно часто. Как уже говорилось ранее, чеснок обладает противовирусным и антибактериальным действием, что помогает бороться с данной проблемой. Чтобы избавиться от ушной боли, нужно несколько зубчиков измельчить, завернуть в марлю и положить в ухо на ночь. Уже на следующее утро ваша ушная боль исчезнет, и вы сможете вернуться к нормальной жизни. Второе. Снимает головные боли. Также чеснок способен избавить вас от головных болей и мигрений. Такое действие обусловлено содержанием определенных веществ, они способны устранять причины возникновения головной боли и даже мигрени. Для этого достаточно просто взять чеснок и порезать его, но не слишком мелко, а затем положить в уши. После этого необходимо проходить так от 6 до 8 часов. Эффект улучшится, если сделать данную процедуру на ночь. Сразу же после пробуждения вы почувствуете облегчение, так как сможете забыть про головную боль. Третье. Снизит температуру. Температура поднялась в самый неподходящий момент, а на работе завтра важный день, и для этого случая вам также поможет чеснок. Этот продукт отлично справляется с понижением температуры тела, а также и лихорадкой. Такое средство можно применять для сбивания повышенной температуры у детей. Так что в случае повышения температуры или возникновения лихорадки просто возьмите зубчик чеснока, разрежьте напополам и смочите яблочным уксусом. Поместите по одной половинке зубчика в каждое ухо, для большего эффекта можно сделать компресс на ноги, а затем спокойно ложитесь спать. На утро вы и не заметите, что еще и вчера вечером у вас была высокая температура. Четвертое. Помогает бороться с простудой. Наверняка каждый из нас знает, что употребление чеснока в пищу является отличной профилактикой простудным заболеваниям. Но многие отказываются от такой профилактики из-за резкого запаха изо рта. Если вы относитесь к этой категории людей, то этот способ как раз для вас. Просто поместите зубчик чеснока в ушную раковину. Такое средство поможет от уже начавшейся простуды или вирусного заболевания, а также послужит хорошей профилактикой данных болезней. Чеснок способен бороться с этими вирусами не только внутри нашего организма, но и снаружи. Пятое. Управление артериальным давлением. Если у вас наблюдаются проблемы с показателями кровяного давления, то вышеописанный способ поможет вам избавиться от этой проблемы. Люди с давних времен используют чеснок для того, чтобы контролировать показатели давления. Для такого лечения стоит просто положить ползубчика чеснока в каждое ухо, также можно использовать гвоздику, ее необходимо поместить в ушные раковины. Шестое. Для борьбы с бессонницей. Если вы страдаете от бессонницы или просто не можете уснуть по какой-либо причине, то забудьте про различные таблетки и препараты. Просто возьмите зубчик чеснока и положите его в уши. В Индии люди еще в древние времена использовали этот метод для полноценного сна. Обычно они клали чеснок в уши или просто под подушку. Такой способ эффективен из-за содержания в чесноке определенных веществ, которые помогают успокоить мозг. Седьмое. Препятствует потере слуха. С возрастом люди, к сожалению, начинают терять свои слуховые способности. Хотя на сегодняшний день у нас есть слуховые аппараты, которые не только помогают людям в пожилом возрасте, а также помогают тем, кто родился с проблемами слуха. Но в старину, с возрастом, когда у людей появлялись проблемы со слухом,
они начинали класть чеснок в уши перед сном или капали по 5 капель чесночного сока в ушные проходы. Благодаря своим целебным свойствам он помогает бороться с инфекциями и бактериями, которые в первую очередь вызывают проблемы со слухом. 8. Помогает в борьбе с инфекциями. Как уже говорилось ранее, чеснок отлично справляется с простудными и вирусными заболеваниями, поэтому в случае с грибком этот продукт также будет эффективен. Очень важно начать борьбу с грибковыми инфекциями вовремя, так как если об этом не позаботиться в нужный момент, можно даже потерять слух. Поэтому, чтобы контролировать такого рода инфекции, особенно возникающие в ушах, нужно положить зубчик чеснока в уши и оставить его на ночь. Таким образом, чесночный сок будет бороться с бактериями и поможет сохранить ваши уши в чистоте и без инфекции. Так как данный способ является лекарственным, у него также имеются некоторые побочные действия. Первое, о чем следует помнить, это то, что в течение некоторого времени после такого способа вы будете чувствовать запах чеснока буквально повсюду. Но такой эффект сохраняется на недолгий промежуток времени. Также с такими методами лечения стоит помнить об осторожности. Чеснок способен оставлять ожоги при неправильном использовании. Поэтому разрезанный или перетертый продукт обязательно нужно заматывать в ткани, в марлю или бинт, чтобы его сок не повредил кожный покров. Также, если вы принимаете какие-либо лекарства, не стоит применять методы народной медицины. Чеснок совместим не со всеми препаратами, поэтому перед началом использования чеснока проконсультируйтесь со специалистом. Если вы употребляете чеснок в пищу, то старайтесь не делать этого на голодный желудок, так как сок этого продукта способен раздражать слизистую оболочку желудка. Следует также помнить и о дозировках. Переизбыток чеснока способен привести к головной боли, рассеянности и нарушению концентрации. Все это происходит из-за одного определенного компонента, который входит в состав чеснока. Он проникает в кровь и таким образом может оказывать негативное воздействие на работу головного мозга. Поэтому начинать какое-либо лечение с применением чеснока стоит только после консультации со специалистом. Иначе вы рискуете еще больше усугубить свое состояние. Также чеснок обладает способностью влиять на эффективность некоторых препаратов. Поэтому перед применением любого народного средства обратитесь к врачу. И на сегодня мы заканчиваем. Всем до новых встреч и самое главное, как всегда, будьте здоровы!